Тянет нас постоянно, что-то тянет. Сороковку мою не трогайте. Асхаб Тамаев, я вызываю тебя на гонки. Приезжаем в Америку, да? Шутка. Пока что один мотор бухает, другой уже готов. Сегодня приехал забирать Санта-Фе. На Санта-Фе здесь проект длиной в год имеет коды по вентиляционным газам бака. Люди попросили его сделать, чтобы убрать эти коды. Вот такой вот у нас Санта-Фе. Загрузил его. Сейчас буду ехать. Кто-то любит очень сильно старые автомобили. Таких два старых американца. Ну и покажу вам немножко городок. Тут прикольная такая набережная. Очень нравится мне. Сейчас заеду, посмотрим, что там. Там есть какой-то причал. Покажу вам немножко городок. Городок называется Манитовак. Ну и тут очень прикольно. Мне нравится. Корабль здесь есть, музей, наверное, какой-то, подводная лодка или надводная лодка. И выход здесь вот в озеро Мичиган, сейчас вам покажу, прикольно. Ну и, конечно, наш Алексеич вдалеке. Вот такой у нас красавчик, тянет нас постоянно, что-то тянет. Японский muscle car. Получается вот такое тут озеро Мичиган и такой пляж. Наверное, где-то есть здесь лучше, местные знают. Ну, есть что есть. Озеро само большое. Наверное, местные тут тусуются. Прикольно. Найти бы рядом с Чикаго такое место, чтобы было чисто хорошее такой пляж какой-нибудь. Обычно там в Чикаго на Мичигане все занято очень сильно. А тут не занято. Парусные лодки плавают. Ветер, конечно, огроменный. Ну и красота. Ну, как всегда, классика жанра, как в Мариуполе у нас. Завод на берегу. Не знаю, какой это, но вот есть что есть. Очень прикольно. Рыбу повымывала, очень много рыбки. О, бычки, гляньте, даже есть. Ничего себе. Ностальгия прям мариупольская наступила. Здесь просто такое настроение. Очень сильно похоже на наши берега. Туда, а там зеленый мыс. Тут остановился, узнал. Получается, что эта ферри плывет у нас на другую сторону Лейк Мичиган. Она плывет из Манитовак, такой называется город. И она плывет в Ладдингтон. Это штат Мичиган уже. Получается 3 часа 40 минут. И ты пересекаешь вот так вот. Просто берешь и пересекаешь. В то время, когда, чтобы проехать на машине, если вот так вот, а на машине надо объехать вот так все вокруг. Прикольно придумали. 3 часа 42 минуты. Люди здесь грузятся, получается. И пересекают так вот. Таким образом пересекают Мичиган. Лейк Мичиган. На ту сторону. Очень прикольно. Компания очень старая. Они давно-давно в бизнесе. С 20-х каких-то там годов. Раньше они отсюда отправляли еще паромы на Чикаго тоже. Там машины отправляли, еще что-то. Я зашел, спросил, девочка рассказала. Ну вот так это выглядит. Прикольная такая опция. Прям на автомобиле заехал в паром. И все. Через 3,5 часа, 3:42 уже будешь на той стороне в Мичигане. Классно. У нас есть машина, в которой жила собака. Но мы так думаем. Скорее всего, это собачья шерсть.
Мы ее купили очень недорого, и теперь мы выкинем с нее полностью весь салон и поставим салон с другой машины. И надеемся, что эта машина обретет вторую жизнь, и она будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем до того, как попала к нам. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Предстоит, конечно, много работы. Разобрали салон, сейчас придется поработать немного пылесосом и, может быть, еще чем-нибудь. Постараемся очистить максимально от шерсти, насколько это у нас получится. Потому что менять все ковры — это очень долго, геморройно, мы этого делать не хотим. Ленимся. Но я думаю, у нас получится более или менее все это дело вычистить. Кавера боковых стоек и все остальные кавера, карты дверей, сиденья, все это будет меняться, все это будет другое. Тут, конечно, столько шерсти, я не знаю, такое впечатление, что собака тут жила несколько лет. Ну, либо она супер сильно линяла. Все из машины достали, все, что было в ворсе, все, что было в шерсти, все достали. Но надо на чем-то ехать. По высоте плохо не регулируется. Но если одну убрать, то будет ниже, правильно? Да, тогда сильно низко. Вот такая красивая машина получится вскоре, когда мы все будем засовывать внутрь. Пока так. Сейчас мы возьмем воздух, повыдуваем с нее всю шерсть, которая осталась внутри. Все хорошенько выдуем и потом уже начнем собирать салон. Вот так у нас все выглядит. Машина абсолютно по салону разобрана, кроме торпеды. Такая вот история здесь. Вот у нас вот остатки шерсти, которая здесь в изобилии осталось. От всего этого мы сейчас постараемся почистить. А ковры мы вчера вечером уже неплохо так почистили, поэтому будем складывать его сюда, а потом будем ставить донорский салон. Такая у нас идея, такой план.
немного передохнем, а то что-то жарко у нас. В общем, задний ряд готов. Сейчас закинем переднее кресло. Ну а потом карты, еще несколько панелей. И в принципе все. Так что будем продолжать. Весь спирт, который получилось откачать со статора, ну, вернее, с этой всей его емкости, все, что получилось откачать, мы откачали, но какая-то часть не откачалась, поэтому тут разлилось немного. Теперь самое главное не надышаться, а то весь день будет на веселе, а нам нужно еще работать. В общем, мы слили спирт со статора. Я немножечко это все дело продул. И теперь я помещу внутрь лампу, которая будет нагреваться и нагревать статор. И таким образом сушить его. И несколько дней, я думаю, мы посушим статор и параллельно будем мерить сопротивление изоляции. И надеяться, что она станет приемлемым. И мы сможем этот статор использовать и собрать на его основе мотор для нашей следующей Теслы. Вот таким вот образом мы греем статор. Это лампа на 250 Вт. Поэтому буду контролировать температуру и будем сушить. Посмотрим, несколько дней посушим. Надеюсь, у нас все получится. Всем привет! И сегодня мы едем опять в Висконсин. Покажу вам дорогу, отвожу машину сегодня. Такие тут пейзажи. Едем в Висконсин отдавать машину, которую забрали. Покажу вам. Сегодня буду ехать на автобусе, на трейне. Увидите, как вообще здесь работает система поездов, автобусов. И как можно доехать с точки А в точку Б, не имея машины. Давайте дальше больше посмотрим, как это будет выглядеть. Тут деревушечки, как в фильме. Заправляемся, бензин по 3.06 и самый дорогой 4.09. Очень хорошая цена здесь на бензин, поэтому будем лить полный бак самого простого бензина. Сейчас посмотрим, сколько залезет. So the full tank, полный бак бензина $50. Ну все, поехали дальше. У нас 4 июля и маленькие города приготовились, вывесили флаги. Вот примерно вот так выглядит. Все едем и едем. С машиной все хорошо, знаков никаких нет, едем на круизе и кайфуем. Вот такая природа у нас. Ребята, приехали мы, отдали машину здесь в городе Мейнтон называется, и это штат Висконсин. На вот такой заправке сейчас приедет сюда автобус и повезет нас в город Милуоки, штат Висконсин. Не знаю, пришел сюда на заправку, не знаю, как найти эту станцию, нигде нету никакой ни надписи, ничего, что сюда приезжает автобус. Ну и получается, пришел на заправку, спросил у чувак говорит, 3.45 приедет автобус, и вы в него можете типа залезть и поехать на Милуоки. В Милуоки будем менять автобус на трейн и дальше уже будем посмотреть. Сейчас вам засниму, какой автобус приедет и вообще что происходит. Первый раз еду здесь на автобусе таком межгороднем. Буду держать вас в курсе, покажу вам. Хотя бы не так страшно, уже подошли какие-то люди, тоже вот парень с гитарой тоже едет в Чикаго, и еще один парень тоже едет в Чикаго. Вот, уже не так страшно, походу, что скоро приедет автобус. Yeah, so I'm gonna film a little. Вот такой автобус у нас приезжает, и сейчас этот автобус будет нас грузить и везти. Первый раз. У меня нету даже билета, если честно сказать. $7 мы внутри, отъезжаем с заправки. Такой вот автобус у нас.
едем в путь. Вот так выглядит билет. Манитолог на Милуоки. $27, 2 часа езды. Бай-бай, Манитолог. Привет, всем привет. Вот мы приехали уже в Милуоки. Сейчас заезжаем в автобусный терминал Greyhound. И будем дальше двигаться. Короче, у меня есть 10 минут, чтобы пересесть с автобуса на трейн. Еще надо купить билет. Сейчас будем посмотреть, как это все будет выглядеть. Буду бежать, а может не буду, не знаю. Как получится. Thank you, man. Вот такой автобус, и мы валим далее. Welcome to Milwaukee. Получается, короче, что я сейчас буду брать билет в окошке и буду ехать на трейне. The next one I have a seat available on is the 7:35 train. 7:35? What about the one for... That one's sold out. Oh, it's sold out already? Wow. There is no way I can get to that train? No. Okay. You can check to see if there's a bus earlier. You can see if there's a bus that goes to Chicago earlier, and that would just be down at the other end of the station. There's a bus counter. So I'd go check down there if you need to get to Chicago earlier. Okay. Thanks, Lemon. Трейн распродан. Уезжает трейн без меня, билетов нету. Получается, что мне придется ждать 7 часов вечера. Сейчас попробую посмотреть, если автобус есть на Чикаго. Thank you so much. You're very welcome. I'll be back, maybe. Yeah, sounds good. Thank you. Получили билеты на 7:35, у нас нет другого варианта, никак мы это не можем сделать. Получается, у нас билеты на 7:35, а в Чикаго будем в 9:10. Если появятся билеты на этот паровоз другой, то тогда поедем на другом. Трейн полностью забит, ничего не сделаешь. Завтра праздники, 4 июля, и все едут домой видеть своих родственников. Получается, надо брать билеты заранее. Ну, в нашем случае мы не знали, что мы будем ехать заранее именно сегодня. Пойду по городу пошляюсь, покажу вам город. Есть карты дверей и некоторые панели на торпеде. Все это закинуть и машину на моечку. Ну как на моечку, там в принципе все чистое, кроме потолка. Потому что потолок пришлось оставить старый, потому что с донора у нас потолок из алькантары, и как бы это очень классно. Но у нас потолок с панорамой, с донора, а здесь панорамы нет. Поэтому, к сожалению, придется оставить старый. Поэтому боковые верхние часть стоек и крыша, ну потолок на самом деле. То есть все останется старое. А оно достаточно грязненькое, но я надеюсь, оно отмоется. А все остальное приобретает уже очень прикольный вид. Поэтому я думаю, должно получиться красиво. Коля, расскажи про эту машину, легендарную сороковку. Легендарная сороковка. Машина с историей. Куплена была под проект для мамы, но не срослось. Для мамы машина очень большая, и мама, короче, не может, ей неудобно залазить, вылазить. В итоге все произошло следующим образом. Решили все убрать с нее, починили машину, поставили на колеса, начала ехать. Убрали шерстяные сиденья и поставили сиденья уже гораздо красивее, гораздо лучше, кожаные. Но мы не просто сиденья, мы вытащили полностью весь салон, вытащили всю шерсть оттуда, выдали. Потому что это Тесла, в которой жила собака, можно ее так тоже называть. И там шерсти было, можно было свитер один точно связать. Зачем так ты о тете, собака? Ну... Нет, но я не про владелицу, а я про собаку, которая там жила. Поэтому мы вытащили салон, только крыша осталась, ну потолок остался именно со старой машины, а все остальное здесь с другой машины. Только что протирал вот эти резинки, кстати. Тут была тоже куча слюней, собака. Да, машина вернулась с моечки, и мы сейчас как раз покажем вам, как все в итоге получилось. Вот так это все дело выглядит. Тут все сейчас идеально чистенько. Такой вот бежевый салон. Вот так вот все выглядит спереди. Хотел
вам еще сказать, что появилась у нас вставка Алькантара теперь. Да, вот. Премиум сегмент. Да, здесь этого не было, мы поставили с более дорогой версии. Здесь такая вставочка Алькантары красивая есть теперь. Здесь еще, кстати, не Tegra, а здесь Intel уже стоит, несмотря на то, что эта машина 40-ка была. Мы изменим здесь конфиг, и она станет 60. Появились у нас такие опции. Здесь просто почему решено было эту машину спасать? Потому что на ней стоит уже Intel, она уже быстренькая такая, загружается. На ней ничего не гремит, ничего не тарахтит, и она приятно очень едет, не знаю. Дальше у нас будут еще эксперименты. Почему? Да, мы сделаем из нее 60-ку. Да, мы из 40-ки будем 60 делать. Жалко, что так нельзя из Запорожца сделать. Но мы будем делать 60-ку. Это даст нам тоже какой-то положительный экспириенс. У нас будет навык теперь менять конфиг. Так вообще машина не запиленная сейчас, вот, потому что все поменяли и все выглядит идеально. Мне очень нравится. Такую машину хотелось бы оставлять себе, но 60-ку не хочется. На данный момент 40-ку, дальше уже 60-ку. Будем искать, значит, я хочу 110-ку. 110-ку? Да. Вот когда будет 110-ка, обязательно возьму. Трехмоторную. Мы сейчас эту машину так сильно хвалим, а я ее раза 3 же в донор хотел отдать. Помнишь, я говорю, так, давай там крыло забирай, давай морду продадим, давай еще. Сколько раз меня тормозили, сколько раз меня говорили, что типа Да, останови. Коля защищался. Не-не, 40-ку мы в донора не пускаем. Мы даже когда ключ только с нее забрали, Коля такой, Я помню, 40-ку мою не трогайте. да, ручку забрали, помню. Еще же там Ручка, сделали. подъемник, дворник, шморник, что там, зеркало. Потом она пришла в чувство. И классная машина. Спасибо тебе, Коля. Ты сохранил машине жизнь. Я только ради этого и старался, чтобы сохранить ей жизнь. Саня разрывает машины в секунду. У него раз пришло, ага, о, цвет подходит, все, давай, поехали. Мне очень жаль, что не подходят двери от Сонаты на Теслы. Потому что Так их бы у нас много, да? было бы, да, собрано уже много машин других. Здесь есть такое ограничение, получается, как они организовали 40 в 60. То есть Тесла 40-я, батарея от 60-ки. У тебя получается просто максимум, когда ты зарядку ставишь, она просто лимитирует до 68% зарядку. А так это обыкновенная 60-ка программно Ограниченная. Да. Вот у нас нет у нас ключа, пока не подшили, есть только пин-код. Поэтому ездим так. Сейчас я тоже Кто виноват? Кто виноват? Ну, кому-то нужен был ключ, это был нужен ключ нам. Опять донор. Не, она все равно достаточно сбитенькая, ничего не гремит, ничего не стучит, по ходовке все хорошо, приятная машина. И салон теперь у нее стал такой побогаче гораздо. Да, 91 тысяча пробега. Да, при этом батарейка пользовалась только на 68% всю жизнь. Колеса здесь хорошие, в плане того, что резина хорошая, тормоза хорошие, все хорошее. Сейчас я вам ускорение покажу. Как-никак 235 лошадиных сил, как пишет Google. Ушел! Дал, ушел! Асхаб Тамаев, я вызываю тебя на гонки! Приезжай в Америку, да? Шутка. Вот это вырежу, да. Переборщил, большанул, как сказать, да? Да. Да, чуть-чуть лишканул, да. Пару вопросов осталось по Тесле. Здесь вот текла вот такие потеки, вода. Сейчас возьмем Ну, это пасту. мы заполируем. Да, заполируем здесь. Ну, а так все уже, в принципе. Здесь вот тоже чуть-чуть краски осталось. Так машина вообще едет, все классно, все хорошо. Нет никаких вопросов, все чисто. Кто-то будет ездить на хорошей машине. Вот такой вот был у нас проект, вернее он еще и остается у нас, проект 40-ка, Тесла, в которой жила собака. Но теперь у нее будет новый хозяин, я надеюсь, который будет к ней хорошо относиться, будет ее любить и кайфовать, и ездить и пользоваться. Всем спасибо за внимание. Время промежуточного теста нашего статора. Мы его уже дня 4, наверное, сушили лампой. Но могу сказать, что лампа нагревает его всего лишь градусов, наверное, приблизительно до 60-70. Мы точно не мерили, но примерно так. И этого, наверное, недостаточно для того, чтобы испарилось оттуда все, что было внутри. Но, тем не менее, я вот подключил, сейчас посмотрим, меряю на 500 вольтах. Сопротивление растет понемногу. Я уже мерил перед этим. Оно дошло до 30 мегаом. Но вроде как это тоже недостаточно много, потому что обычно статор рабочий, сухой, он имеет сопротивление изоляции примерно там 500 мегаом и выше, он стремится в бесконечность. Но в принципе прогресс есть. Сейчас посмотрим, сколько она считает в этот раз. И у нас появилась идея нагреть статор в печи. Ну, прям такой специальной печи у нас, конечно же, нет. Ну, можно попробовать использовать какую-то бытовую печь. И попробовать его нагреть примерно градусов до там 150. На этой температуре, я думаю, уже должны жидкости более лучше испаряться и, возможно, лучше прогреет. Ну, опять же, я думаю, если мы перегреем как бы
мотор. Нужно быть с этим тоже аккуратным, потому что мы точно не знаем, на какой температуре может разрушиться именно лаковое покрытие обмотки самого статора и какие максимальные температуры он бы мог выдерживать. Но мы думаем, что градусов 150 для него будет немного. Скорее всего, даже градусов 200 плюс для него тоже будет немного. Но, тем не менее, все это эксперимент. Мы смотрим, что происходит, следим за сопротивлением изоляции и хотим понять, сможем ли мы восстанавливать статоры залитые, сушить их, либо нет. Потому что статор — это такая ценная часть мотора. Там, если инвертор можно взять еще откуда-то, там редуктор перебрать, какие-то подшипники может заменить, что-то еще, то статор — это прям такая основа мотора. И когда его заливают, его приходится выкидывать, а моторы стоят недешево, и как бы их сложно покупать и так далее. Поэтому мы хотели бы научиться их сушить. Поэтому ради этого всего этот эксперимент у нас и продолжается. Вот здесь сейчас уже у нас 25,5 мегаом. Оно по чуть-чуть туда-сюда растет, падает. Не знаю, почему это происходит, но вот только что я мерил минут 5 назад, у меня дошло до 30 мегаом. Я не знаю порог, как система детектирует низкое сопротивление изоляции статора. То есть какое должно быть сопротивление изоляции статора, чтобы система реагировала на это нормально. Поэтому я думаю, мы попробуем посушить еще в печи, как я сказал, статор. И может быть на земле подкинем сам мотор, не ставя его на машину. Я сделаю какие-нибудь переходники, удлинители, чтобы посмотреть, чтобы не делать лишнюю работу, не ставить мотор, не собирать все, а потом увидеть, что он, допустим, не заработает. Подкинуть его полусобранным на земле, посмотреть, как система отреагирует на это все, понять, что делать дальше, получился у нас эксперимент или не получился. Поэтому продолжаем, посмотрим, что будет дальше. Кейшине вот получается 6.22, sold out, билетов нет, а этот на 7.35, $28 билет стоит. Людей куча, можно покушать, поесть, отдохнуть, а я пойду по городу похожу, интересно, что там. Такой тут городок Милуоки, прикольный такой тренд здесь, трейн, трамвайчики даже ходят. Прикольно. Такой слон. Как вам? Give me мамонта. Ехать номер 2. Сейчас буду спрашивать, если освободились какие-то места. И может быть нам повезет, тогда не придется ждать. Вот мы оказались в середине. В середине Милуоки, здесь все люди отдыхают, завтра праздник. Фиеста, все тусуются, пьют. Завтра будет праздник, никто не будет работать. Такое здесь туристическое место. Это паблик-маркет здесь у них знаменитый какой-то. Меня отправили сюда, так как мне трейн ждать. Я спросил, они говорят, пойди сходи в паблик-маркет, там можно что-то покушать, выбрать себе. Вот сейчас пойду схожу. Но люди уже вот подготавливаются к завтрашнему дню. Не знаю, там тоже что-то. Под мостами, кстати, там всякие баскетбольные есть площадки, теннисные площадки ходил. Есть площадки для детей. Прикольно. Шли вовнутрь в Бостон Маркет. Тут, короче, продается готовая еда. Также здесь продается вот такая сырая еда, которую можно прямо сейчас пожарить кусочек и покушать. Люди выбирают, что они хотят, сколько. И все, можно это все забацать по ихнему рецепту. И лобстеры здесь живые. Прям на месте делают, и люди кушают. Здесь разные кухни. Тут какие-то пастрами, нарезки можно домой купить. Здесь вот такая еда. Пицца, шница. Там жарят. Green Kitchen для сыроедов. Яблочки, картошечки и все остальное. Наверное, где-то и суши есть. Тут всякие печеньки готовят. Здесь футболки всякие. Милуоки. Всякие сувениры. А мы находимся здесь. I like you add, like the way you add, like the way you move. И что мы видим? Мы видим здесь новую BMW. Все собрались, такой джип здесь чей-то. Люди тусуются, всем все пофигу. Тусуются по полной. Думаю, что завтра будет полный колбаса. До завтра уже готовятся. Люди гуляют, отдыхают.
Прикольно жить, когда ты живешь в таком доме, и прям сразу у тебя вода, можно пройтись вечерком. Когда мы жили в Нью-Йорке, у нас была такая возможность, и мы постоянно ходили гуляли. Было очень прикольно. Мы дождались своего трейна, вот он приехал, и мы заходим в трейн. Большая очередь. Место мы в трейне, готовы ехать. Трейн уже отчалил. Мы в движении. Bye-bye, Milwaukee. I'll see you next time. Красиво тут. Город старый. Речушка тут посередине вот так вот. Все двигается. Получается, что я взял второй трейн, сейчас еду уже в Маунт Праспект. Такой двухэтажный трейн здесь. Ну, теперь я уже еду домой, уже сейчас в Маунт Праспекте выхожу и буду там на месте. Прикольно. Первый раз у меня такая опция покататься так на трейнах. В 9:45 отправляемся, сейчас 9:40. И буду скоро там. Все, приехал. Yeah, this is Morton Grove. Yeah, that's what I'm gonna get out. I just asked somebody to pick me up. Thanks, man. Все, мы приехали. Мне разрешили доехать. И я сейчас доехал. Кондуктор этот меня разрешил, чтобы я бесплатно проехал, так как я проехал свою остановку в прошлый раз. И все, здесь меня уже встречают. И дальше я еду на машине. Вот такая была прогулка у меня. Теперь знаю, как работают трейны. И трейн мой уезжает. Мы продолжаем наш эксперимент с ремонтом статора, который был залит антифризом. Мы уже его сушили, дней 5, наверное, приблизительно. Сейчас же сопротивление изоляции выросло больше 70 мегаом, продолжает понемножку расти. Мы не знаем, как система реагирует, какой у нее нижний порог сопротивления изоляции. Поэтому я хочу просто собрать этот мотор на основе этого статора, который мы ремонтируем. Не буду не собирать ни редуктора, ничего, просто соберу в кучу две части мотора, просто подкину инвертор, засуну сюда ротор, прикручу крышку, не буду ничего клеить, не буду все это серьезно собирать. Хочу просто подсобрать для того, чтобы подкинуть на машину и посмотреть, как она на нее будет реагировать. Потому что, как мне кажется, 73 мегаома это в принципе достаточно неплохое сопротивление изоляции. Но как будет система на это реагировать, мы не знаем, потому что мы не пробовали. Поэтому хотим узнать. Поэтому сейчас вот это сделаем, посмотрим, что из этого выйдет. И если мотор заработает и система не будет ругаться на сопротивление изоляции, то я уже позже соберу его основательно и мы попробуем на нем поездить.
общем, мотор мы предварительно собрали, просто в кучу. Сейчас у нас будет в ремонте машина на замене подрамника, и мы попробуем туда подкинуть мотор, чтобы посмотреть, будет ли он работать. А если там что-то нам помешает, то мы подкинем на ее машину. Просто не хочется много раз делать одно и то же зря. Так что будем посмотреть. Приехали посмотреть на машину, у человека поломалась машина, может быть, поможем ему. Он ее просто продает. Тесла запросила очень много денег за ремонт, больше 10 тысяч долларов. Мы сейчас посмотрим, что с ней. Вот на улице пытаемся разобраться. Вот такая вот Тесла у человека 15-го года. И непонятно, что с ней. Хотя все понятно. Сейчас узнаем, что происходит и насколько все серьезно. Пытаемся добраться до батарейки. Во, ну что, будет вторая жизнь у машины, думаешь? Может, не у нас? У машины будет. Не, ну ручки заработали, заехали, значит все имеет место быть. Нет. Ну вот так. Да, и Володя прилип к компьютеру. Это мой любимый клей. Я так радуюсь, когда в него мажусь. Вечно думаю, наслаждение. Вот такой вот дядечка. Мы посмотрели его машину. Она имеет проблемы с задним мотором, скорее всего, то есть по сопротивлению изоляции. Внутри изоляция хорошая батарея, а вот внешняя изоляция проблема. Официальный дилер Tesla запросил там 10 тысяч долларов за ремонт. Он ее решил продать, выставил на Marketplace. Мы вот приехали посмотреть, пообщаться с ним. Возможно, мы ему ее отремонтируем. Возможно, он сделает какой-то трейд-ин на наши машины. Ну, то есть посмотрим. Возможно, мы ее просто ему починим. То есть будет видно. Ну, теперь мы поедем дальше в шап и будем заниматься нашими дальнейшими делами. Bye-bye. Have a nice day. В общем, закатил я машину на подъемник, мотор для которого мы делаем, статор, для которого мотора мы сушим. Я его уже, как я раньше рассказывал, подсобрал по-быстренькому. Так, тут внутри нет редуктора, нет жидкости, нет некоторых патрубков, но они как бы сейчас не нужны. Самое главное мне подключить к машине, убедиться, что машина видит сопротивление изоляции нормальным и работает. Ну, либо не работает. Поэтому я сейчас вот взял такую косу заднего подрамника, с помощью ее подключил удлиню проводку. И я еще взял с донора высоковольтные провода, тоже сделаю небольшой удлинитель. И сейчас буду пробовать подключать. Вот таким вот образом я буду подключаться. Я просто удлинил провода фазные и взял проводку заднего подрамника, подкинул вместо проводки, которая родная, стоит на заднем подрамнике. Сейчас подключу мотор сюда. Здесь у нас датчик, коннектор. Ой, не здесь, вон с той стороны коннектор энкодера. Это фазные провода в мотор. И посмотрим, что будет. Значит, все подключено. У нас здесь осталось паркинг брейк и сенсор, спид-сенсор с датчика ABS. Но мы их подключать не будем с этой и с той стороны, потому что они нам, в принципе, для этой задачи не нужны. Ждем. Я услышал звук контакторов, и, как я всегда говорю, это хороший знак. Сейчас залезем, подсоединим сканер, посмотрим, что нам скажет система. Компьютер у нас загружается. Сейчас открою диагностику, посмотрю, что скажет диагностика про сопротивление изоляции. И что я вижу? Контакторы у нас закрыты, и сопротивление изоляции 280. На заднеприводной машине этих годов сопротивление изоляции примерно 2200 на закрытых контакторах. То есть у нас показания в принципе достаточно неплохие, 260-280. Это близко к норме, поэтому шансы повышаются. Единственная проблема, которую я не учел, машина в тоу-моде находится. А чтобы вывести из тоу-мода, надо, чтобы паркинг-брейки были подключены. А они у меня отключены. Поэтому я немножечко в западне сейчас. Но, в принципе, я могу переподключить все и как бы вывести ее с тоу-мода. Сейчас посмотрим, как это будет у меня дальше работать. Так, без подключенных стояночных тормозов не работает, поэтому полезу подключать их. Так, паркинг-брейк я подключил. Сейчас буду пробовать включать рейлон и пробовать, чтобы мотор закрутился. Так, я услышал звук паркинг брейк, и у меня рейлон включен. Так, traction control у меня disabled. Ну, понятно, потому что у меня датчики ABS не подключены, естественно. И еще ошибки все по ABS у меня загорелись. Но нас сейчас интересует совершенно не это. Сейчас я попробую включить драйв и
поехать немножко. Ну, конечно, колеса у нас не закрутятся, потому что у нас мотор как бы снят. Но как бы сам электродвигатель должен закрутиться. Сейчас попробуем. Звуков никаких не слышно, потому что я в машине сижу на подъемнике, а мотор внизу, и он без редуктора, поэтому я могу его просто не слышать. Но по диагностике драйв-инвертор, ну, в принципе, данные я вижу. Каких-то ошибок по Powertrain. Что у нас здесь? Gateway, ABS fault. Ну, регенерация не работает, ABS не работает, потому что датчики не подключены. А в остальном никаких критических ошибок я больше не вижу. Крутит мотор. Все происходит, Владимир. Поменяемся давай. Прикольно так, он так... Сейчас мы послушаем, что здесь будет происходить. А ну, Коль, давай попробуй. О, мотор крутится, это слышно. Он аж дернулся, когда стартанул. Мотор работает, и это отлично, это нас очень-очень радует. А я, можно сказать, счастлив. А все потому, что сегодня Коля в грязном. Мы спасли мотор, надеюсь. Посмотрим, как он будет нам служить теперь. Короче, подведем итоги и кратко расскажем всю эту историю. То есть это был залитый антифризом мотор. Когда я разбирал его, с него прям вытекло там, наверное, литр антифриза. Там все было в коррозии внутри и жестко залито антифризом. Мы залили его спиртом. Залили спиртом его где-то дня на 4, наверное, на 5. После этого мы вылили спирт и сушили еще, наверное, дней 5 его лампой. Но лампа прогревает его градусов, наверное, до 60-70, не очень как бы сильно. Но, тем не менее, за это время он высох, сопротивление изоляции поднялось до 50-60 мегаом. И вот сейчас опытным путем я подключил мотор вот через такие вот удлинители, через родную проводку. Вернее, как бы оригинальную проводку, но только я к родной ее подключил. И вот такие удлинители высоковольтных проводов. И сопротивление изоляции показывает через диагностику 2200 на закрытых контакторах, что отвечает норме. И мотор крутится, едет, ошибок по изоляции никаких не выдает. Поэтому можно сказать, что наш эксперимент прошел удачно. Мотор мы спасли, статор мы спасли. В следующие разы мы, наверное, попробуем. У нас еще один здесь есть статор, который залит спиртом и ждет тоже своей участи. Вот он, доверху спиртом залит. Но в этот раз мы, наверное, попробуем сушить не лампой, а попробуем посушить в печи. Нагреть его градусов до 150. Возможно, это ускорит процесс и улучшит его. В общем, будем продолжать наши эксперименты дальше. Но мотор спасен, это самое главное, и это нас очень-очень радует. 100%. Пока что один мотор бухает, другой уже готов. У меня есть два. Один будет то, что в печи Васик Телесик назовем, понял? А этот с лампой будет лампа Аладдин. Два названия проекта. Вот такой вот был у нас эксперимент. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.